Продолжаем разборы. Имеется у нас вот такой вот радиоприемничек. Советский. Здесь имеется такая плата с радиодеталями. Что я отсюда снимать буду? Вот эти транзисторы. Вот маленькие. Один. Вот второй спрятался. Но ножки у них белые. Позолоты не видно. Срежем флажки. Срежем маленькие полубочонки. Вот один, вот второй. Срежем трубчатые конденсаторы. Срежем вот эти конденсаторы квадратные, как они называются, КСО, по-моему, насколько я помню, если не ошибаюсь, конечно. И вот здесь спрятались такие диодики стеклянные. В них тоже имеются золотые волосинки. Ну, естественно, вот эти все крышки алюминиевые. Вот здесь большая алюминиевая крышка. Под ней тоже имеются некоторые радиодетали. И вот селектор. Иногда там тоже попадаются. Но тут, к сожалению, наверное, их не будет. 10 минут. И имеем такой результат. Плата, радиодетали, немножко алюминия, кучка проводов. Ну, тут провода тонкие все. И вторая платка. И тут я еще отрежу несколько деталей. И все пойдет в мешочек. Подведем небольшие итоги. Сколько же я заработал с 2 мешков хлама? Кило 500. Два 700. 25. Будем считать 2 800 и кило 500. Это 3. 4 300. Килограмм 5 металла по мелочи набралось. Вот 10 килограмм. Будем считать 10 килограмм металла. Продолжим. Сколько получилось алюминиевой электрички. Кило 300. Платы 2 килограмма. И посчитаем. Получилось алюминия и латуни я сдал на 1200. Ну, откинем 200 рублей, так как я добавлял, останется 1000. Алюминий электричка рублей по 100 стоит, где-то 130 рублей получается. Платы 2 килограмма 60 рублей. Медь 400 грамм 200 рублей. И железо где-то на 190, ну пусть будет 200 рублей для ровного счета. Итого получаем 1600 рублей. Получилось с 2 мешков мусора. И поработать где-то часов на 6. Неполный рабочий день за 1600 рублей. Зима продолжается. Радует то, что уже февраль. Первые числа. Остается немножко. Ну а мы продолжаем разбирать находки. Вот такая вещь была найдена сыном на металлокопе. Ссылочку оставлю сверху на видео. Как видим, здесь имеются контакты. Контакты серебряные. Много проводов. Провода медные. Вот они выходят прям пучком. Корпус алюминиевый. Будем все это снимать. 15 минут. И эта коробочка
разложена вся по частям. В корпусе остались вот такие вертыши. Ну, это чуть позже с болгаркой надпилим и удалим их оттуда, чтобы не оставалось металла. Вот такая кучка проводов. Клемники. Как видим, клемники беленькие. Как я понимаю, они покрыты посеребрением. Извлекем их и положим отдельно. Не знаю, принимают их или нет, но выкидывать пока не будем. Диодный мост. Немножко металла. Предохранитель. Там немножко латуни. Ну и самое интересное, это вот такая сборочка. Как я понимаю, это реле. И посмотрите, какие здесь контакты. Ножки должны быть латунные, а контакты серебро. Ну и, конечно, две медных катушки. Разберем все это на части. Разбор идет. Одну катушечку я уже снял. Катушки сверху держались вот такими пластинками. Вот даже след остался от нее. Решил их проверить магнитом. Оказалось, что они не магнитятся. Зачистил. И смотрите. Это медь. И вот они контакты. Так, давайте один. Так, ну что-то фокуса у меня совсем нету на камере. Красивое белое серебро. Вот такие маркировки мне удалось обнаружить. Ну что ж, давайте подведем итоги. Включаем весы. Получаем 600 грамм металла. Кило 645 алюминия, 115 грамм меди, 55 грамм в пакетике, ну, грамм 50, может 45 латуни, но там будем извлекать оттуда серебряные контакты отдельно. Вот такая кучка проводов. Пару клем я молотком разбил. Очень трудно разбиваются. Там тоже латунные клеммы. Это все на отжиг пустим. Сгорит, потом эта латунь достанется. Медь отправим в такой пакетик. Посмотрите, сколько я насобирал. Это сплат с прошлых разборов. Мелкие катушечки. Не поленился, в сторону откинул, размотал.
в свободное время. Получилось такое количество меди. А сколько вышло по деньгам, ну тут полностью не сказать. Все зависит от цены в вашем регионе. Порядка 200 рублей с этого ящика я уже точно заработал. А если бы его не разбирая кинуть, он бы пошел по цене черного металла. Буквально там 2 килограмма, наверное, общего веса получилось бы. По 19, пусть по 20 даже рублей, 40 рублей. Если разобрать, то это уже 200 рублей. Вот 200 рублей это без учета вот таких контактов, которые, скорее всего, купят скупщики серебра с этих контактов. Естественно, необожженной меди. Ну, на скидку тут может около 100 грамм где-то и получится обожженки. Вот такой вышел разбор. Зимнее время продолжается, но мы знаем, чем будем заниматься в это время. На этом я с вами надолго не прощаюсь. Скоро будет новое видео. А кому понравилось и было интересно, можно вернуться к предыдущим видео и посмотреть, как можно зарабатывать на металлокопе зимой. Ну а в следующий раз мы приступим к разбору вот таких вот древних аппаратов. Вот это самый интересный.